Сегодня я поговорил со своим товарищем из Москвы. Вот. Он мне так поднял настроение, просто вы даже себе не представляете. Короче, у вас-то проблемы. Он говорит: Олег, парад такой был, убогий парад. Вот, все парадом недовольны. Ну, кто может быть доволен? Даже я им недоволен. Я помню те парады до 2014 года. Да даже бог с ним после 2014 года. Так пока вы даже не вломились в Украину своими войсками, были парады. А потом я на Крещатике смотрел, ваши танки Кантемировской дивизии стояли с покрашенными в белый цвет катками. Он говорит, что друзья, которым он в 22 году говорил, что война придет обратно в Россию, в Москву, они, говорит, смеялись. Да какой, говорит, у нас купол, купол есть, купол. Вот, и особенно, говорит, хорошо это удары по Москве прошли, потому что это отрезвляет вот этих всех, все это победобесие. Говорит: Олег, честное слово, вот, просто с людьми разговариваешь и сразу видишь, что в голове у них что-то щелкнуло. Кстати, он сказал: пусть тебя кто-то смотрит, там еще есть один у нас нефтеперерабатывающий завод, это там где-то чуть ли не в центре Москвы. Вот, это он сказал, это не я, это он предложил вот это все сделать. В общем, ситуация в России очень нехорошая, будем так говорить. Бизнес отжимают. Мы, наверное, минут 40 разговаривали, и в моей голове киевского пенсионера это тяжело все сразу всколыхнуть. Бизнес уходит. Он говорит, торговые центры, где раньше, чтобы попасть в торговый центр, надо было руководству какую-то копейку занести, сейчас стоит наполовину пустой. Кругом аренда. Приходи, бери, никто не хочет. Налоги подняли так, что дышать нельзя. Его друзья поуходили из бизнеса. Говорит, я его спросил, так когда ж уже выйдут на протесты? Он говорит, это надо подождать, потому что у всех есть запас жира, там, накопленные денежки, они их сейчас будут проживать, это так оно и есть. Вот когда эти запасы проедят, вот тогда уже можно о чем-то думать будет. И говорит, что самое мерзкое и самое такое отвратительное, это бизнес забирают. То есть пересматривают приватизацию 90-х годов. Люди в 2000 году, допустим, покупали официально помещение, там бизнес, сейчас приходят с прокуратуры, бумаги приносят, говорят, приватизация была, это неправильно, это была на обман, это все было, в общем, все было не так. И отжимают, и он мне даже перечислял, что кадыровцы отжимали, какой бизнес и молочный, он все это лучше знает. Поэтому вот такие дела.